То, что появилось в телеграм-канале Зеленского, моментально подогрело ситуацию вокруг Купянска. Одни пользователи уверяют, что это отчаянная попытка показать контроль над районом, другие, что видео лишь фиксирует нестабильность на линии фронта. Но что на самом деле происходит в городе, вокруг которого уже не первый месяц сходятся противоречивые заявления? Желаю здоровья. Сегодня Купянское направление, наши воины, которые здесь добиваются результатов для Украины. Многие россияне много говорили о Купянске. Я поздравил ребят, благодарю каждое подразделение, всех, кто сражается здесь, всех, кто уничтожает оккупанта. Сегодня чрезвычайно важно добиваться результатов на фронте, чтобы Украина могла добиваться результатов в дипломатии. Именно так это работает. Сильные позиции внутри страны дают сильные позиции в переговорах об окончании войны. Благодарю каждого воина, горжусь вами. Спасибо всем нашим сухопутным войскам. Сегодня исключительно ваш день. Спасибо, ребята. Слава Украине. В коротком ролике украинский лидер Владимир Зеленский стоит на фоне таблички въезда в Купянск. На нем бронежилет, рядом крупногабаритная металлическая сетка, за которой угадывается импровизированная укрепленная позиция. В кадре видны и охраняющие его вооруженные люди. Видео, опубликованное в День сухопутных войск Украины, должно было, по всей видимости, подчеркнуть постоянное присутствие президента на передовой информационной линии. Но обо всем по порядку. Нажмите на паузу, подпишитесь на нас и обязательно поставьте лайк, а мы продолжаем. Зеленский заявил, что поздравил украинских военнослужащих, воюющих на Купянском направлении. Он подчеркнул, успехи на фронте напрямую влияют на дипломатические перспективы. Если Украина будет постоянно отступать, результатов в дипломатии также не будет. Его слова сопровождались характерным гулом взрывов, по всей видимости, где-то неподалеку работала артиллерия. Видео оборвалось после того, как Зеленский вновь поблагодарил своих бойцов. Что произошло сразу после завершения съемки, неизвестно. Новых публикаций на эту тему лидер Украины не делал. Однако это видео вызвало новую волну споров. Дело в том, что еще 20 ноября президенту России Владимиру Путину было доложено о освобождении Купянска. Соединения группировки «Запад» освободили город Купянск и продолжает уничтожение формирований вооруженных сил Украины, окруженных на левом берегу реки Оскол. Это, как и многие заявления участников конфликта, остается предметом информационного противостояния. Украинские источники тогда не подтверждали утрату контроля над городом. Спустя несколько недель каждая сторона продолжает публиковать регулярные боевые сводки. Российская Минобороны также сообщила, что на левом берегу Оскола под контроль российских сил перешел населенный пункт Куриловка. По версии ведомства, украинские подразделения на этом участке оказались в окружении. Украинские официальные лица эти заявления не подтверждали, и на момент публикации о ситуации в населенном пункте нет. Тем не менее, именно такие сообщения формируют информационный фон вокруг региона. Фон, в котором каждое слово и каждый короткий видеоролик приобретают непропорционально большой вес. На этом фоне активно обсуждаются заявления президента США Дональда Трампа, который утверждал, что козырей у Зеленского не осталось. Эти слова в американской политике рассматриваются как часть внутриполитической риторики, но в украинском и российском медиапространстве они получили дополнительное звучание. Позиция США в отношении выборов на Украине действительно меняется. Вашингтон и Москва сходятся в том, что выборы на Украине обязательны. При этом ни одна из сторон публично не требует от Зеленского подписания мирного договора. И русские, и западные эксперты указывают, что полномочия президента для такого шага ограничены Конституцией и военным законодательством, потому что он по закону нелегитимен. Тем временем Купянск остается еще символом надежды в глазах Зеленского. Это один из тех городов, вокруг которых постоянно строится украинская пропаганда. Сложно сказать, насколько обстановка соответствует тому, что публикует Зеленский. Видео Зеленского из Купянска можно рассматривать как попытку продемонстрировать для морального духа украинских войск на направлении, которое последние месяцы подвергается серьезному давлению. С другой стороны, сообщения российского командования создают картину неудач украинской армии, продвижение по левому берегу Оскола, укрепление линий и окружение украинских подразделений. В экспертной среде все чаще звучат прогнозы о том, что именно конец 2025 года может стать годом серьезных политических решений вокруг украинского конфликта.
Дискуссия о переговорах, возможных условиях мира постепенно возвращается в международную повестку. Купянск. Совсем недавно, как мы помним, 4, по-моему, ноября, то есть 2 недели тому назад, в Киеве публично заявляли, что в этом городе находятся не более 60 российских военнослужащих, и в течение ближайших нескольких дней, как было сказано, этот город будет полностью деблокирован украинскими войсками. Но хочу вас проинформировать о том, что уже на тот момент, на 4 ноября, город Купянск практически целиком и полностью находился в руках российских вооруженных сил. Наши ребята, что называется, только добирали, зачищали только отдельные кварталы и улицы. Судьба города в тот момент уже окончательно была решена. О чем это говорит? Или у киевских вождей нет объективной информации о положении дел на фронте, или они, имея ее, просто не в состоянии, не могут ее объективно оценить. Если в Киеве не хотят обсуждать предложение президента Трампа и отказываются от этого, то и они, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Вот такие новости, друзья. А посмотрев это видео, что думаете вы? Поделитесь в комментариях. До скорой встречи, всем хорошего дня!